Представители знака зодиака Девы. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 18 по 24 сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, но вы, мои дорогие девы, и есть реалисты лучше, чем кто-либо вообще из всех знаков зодиака, и в то же время интеллектуалы. Значит, я так надеюсь, какой-то инсайт вы получите или какой-то пазл сумеете сложить, что-то просчитать, может быть, на пару шагов вперед. Давайте узнаем. Я приготовила уже колоду. У нас сегодня колода Таро и иллюминатов. И первую карту, которую мы с вами достанем, что важно знать на неделю? Что, может быть, выйдет на первый план или для вас будет наиболее актуальным. И вторую карту неожиданности или неожиданные события, чего не избежать. Давайте мы узнаем, чему сейчас не время или что нам может помешать. И узнаем, а что нам может помогать тогда. Или что нас будет радовать, что для нас плюс. Что скрыто от вас, мои дорогие девы? Давайте такую карту достанем. И по основным сферам жизни. Это дела, работа, бизнес. Что у нас по финансам, как видят энергетику карты? Давайте мы спросим, что у нас в личной жизни. Опять же, энергетику на неделю. И чтобы как-то суммировать, подведем итог, достанем карту «Совет» от карт. Как карты видят. Может, что-то, как подсказка, к нам придет. Итак, что важно знать? Вот так. Карта мага, алхимика. Ну, серьезные энергии, с которыми правильно надо провзаимодействовать. Все стихии у вас в руках. Конечно, эта карта может еще и говорить о том, что мы где-то столкнемся с людьми, которые будут пытаться, по крайней мере, нами манипулировать или какую-то ситуацию прогнуть в свою пользу. Но, значит, и мы должны не плашать. И ведь по этой карте мы никакого противостояния не устраиваем, да, мы как раз манипулируем, мы серыми кардиналами должны быть. Перед вами такая задача может стоять, чтобы обойти какие-то острые углы. Или, правда, какой-то вопрос даже там, где патовая ситуация, и у вас энергии как будто для этого хватит. И интеллекта, и возможностей, и обстоятельства. Это же все-таки старший аркан. Правильно провзаимодействовать, договориться, может быть, с учетом альтернативного какого-то варианта, но как будто или так, или так. Как есть поговорка, не мытьем, так катаньем. Но все равно сделать так, как хотите вы, мои дорогие девы. Нет ничего невозможного, как будто на этой неделе для вас. Давайте мы узнаем неожиданности, чего не избежать. Приятности, мои дорогие. Конечно, о себе может, к примеру, заявить человек из ваших родственников, из далекого родства, или по этой карте из наших друзей, которых мы давно не видели. Мы, к примеру, можем случайно встретить где угодно, или можем списаться, как будто о себе напомнит человек, или родственник может напомнить. По этой карте, когда вы можете выступать в роли словно учителя, допустим, занимаясь с детьми и внуками, вот такое тоже проходит по этой карте. Но это карта дипломатии, карта искренних людей и искренних отношений. Какой-то ваш круг людей, вот именно тем, кому вы доверяете в неожиданностях, приятности, может быть, будут какие-то события или, может быть, новости какие-то от кого-либо, именно людей, которые вам дороги, близки, вы получите тоже. Может быть, вы вместе что-то будете планировать, но что-то доброе, хорошее, светлое входит на ваш порог или ваше жизненное пространство. Может быть, это какие-то важные решения, которые будут просто касаться вашей личной жизни. Давайте мы спросим, чему сейчас не время? По мнению карт, еще одна шестерка. Знаете, планировать какой-то долгосрочный успех, ведь это карта заслуженного успеха. Ну, значит, какие-то вопросы нужно решать в моменте здесь и сейчас. И правда, по алхимику ведь он живет настоящим моментом. Он как раз больше, ну, где-то манипулирует или использует то, что у него под руками.
то, что у него в обстановке вокруг него, точнее, находится, или взаимодействовать с теми людьми, с которыми он сталкивается, которые ему сейчас в данный момент нужны. И по шестерке мечей нет как бы такого чего-то, когда нам бы что-то помешало вот так однозначно. Хотя карта может говорить, что, к примеру, чему сейчас, если не время, отправляться в какую-то поездку или быстро, может быть, как-то так себе запланировать чего-то и, как мы говорим, стартануть. Или по этой карте, может быть, менять именно на этой неделе работу. Или демонстрировать, да, как будто я закрыл дверь в прошлое. Тут ведь у нас люди, трое в лодке, отплывают от прежнего берега, как будто навсегда. Вот что-то такое навсегда. Или это ход событий нашей личной жизни, когда мы можем тоже где-то и заявить об этом, ну, значит, точно не на этой неделе, даже если решение принято, не обнародуем. Или, может быть, не планируем какой-то резкой перемены в работе на этой неделе. Хотя карта-то нам все равно говорит, успех как будто ваш не отменяется. Но, может быть, неделя складывается таким образом, что будут просто, знаете, как то, что называется рутинные какие-то дела. Но, тем не менее, карта алхимика вам выпадает, с ними надо как-то либо разобраться, либо в чем-то расставить точки, так бывает тоже, или подготовить словно почву для дальнейших продвижений собственных, для собственных планов или для того, что вы хотите осуществить. Но нет какого-то негатива в этой карте. Любая 6– это победа. Что же будет помогать или что будет радовать? А то, что вы увидите какой-то обман, например, или завистливых людей, или разгадаете какую-то словно, ну вот правда, алхимик, маг, он ведь предвидеть может даже, допустим, то, что мы называем манипуляциями со стороны людей, он тоже это как интуитивно, может быть, чувствует, так и методы ему, может быть, знакомы. Вот по карте принцесса мечей это у нас прообраз Медузы Горгоны, мои дорогие девы. И мы знаем, что Медуза Горгона у нас пострадала из-за того, что она была где-то доверчива, раз. И второй момент, она верила в порядочность богов, будем говорить. Но здесь мы перенесемся на нашу землю, в порядочность людей. И, собственно, из-за чего произошло вот это превращение прекрасной девы в страшное чудовище. Потому что зависть была и не кого-нибудь, а богини-воительницы Афины Паллады. Она и позавидовала ее красоте. Потому что красота Медузы затмила саму Афину. Ну, как такое можно было вынести? Вот, мои дорогие девы, вам могут просто как и позавидовать, так и где-то выставлять палки в колеса. Но это что нам помогает? Значит, у нас с картой алхимика вы как будто видите людей насквозь. Он еще рот не открыл, а вы уже будете знать, что же человек задумал. Удивительные способности. Тут не просто обойти острые углы, а тут можно так кардинально историю перевернуть. Ну, будьте внимательны, но возможности, потенциал у вас действительно на неделе великолепный. Что скрыто? Вы, например, можете увидеть, что вас какой-то тупик словно хотят загнать. Вот правда. Я надеюсь, что этот момент не проиграется для всех. Может быть, один кому-то важно это услышать. Ведь это у нас карта повешенного, карта жертвы. Вообще-то вот есть такое значение. И поэтому это тот тупик, в котором мы оказываемся иногда, потому что кому-то дали обещание, да, или кто-то нас вывел на эмоции, а в последующем мы тоже, опять же, кому-то даем такие, знаете, серьезные обещания в плане «я тебе помогу» или «можешь на меня надеяться», а в итоге потом человека как водой смывает, а мы остаемся один на один с какими-то обстоятельствами. И, как, знаете, в каком-то замкнутом пространстве, и мы должны выкарабкиваться сами. Вот здесь как будто вы, ну, буквально просчитаете, если так можно выразиться, нюхом, да, вот предчувствием каким-то, не дадите себя в какой-то минус буквально втянуть или в какую-то ситуацию, да, как будто от нас могут скрывать именно то, что какое-то дело, по этой карте такое значение тоже может быть, может надолго затянуться, правда. Хотя в этом значении нет
какого-то негатива. Это может карта и просто говорить, что какое-то дело у тебя не получится быстро, будет в чем-то пауза. Отчасти у нас шестерка мечей выпадала, чему сейчас не время. И мы сказали, не время вот себя тормошить, быстро куда-то отправляться или о чем-то заявлять. Здесь мы больше, правда, серыми кардиналами. Кто знает, может быть, какую-то поездку лучше перенести, потому что вот именно в этот момент времени на эту неделю она, ну, как-то либо пойдет не так, либо какие-то новые нюансы могут открыться, и вы вообще, может быть, передумаете в эту местность ехать. Поэтому страховать себя нужно. Может быть, поездка отменится именно в эту неделю для кого-то из вас, а перенесется на какой-то другой срок. А для кого-то из вас место может даже поменяться. Собирались в одно куда-то, да, как город или местность, передвигаться, перемещаться, а здесь тоже что-то изменится, потому что мне туда как будто не нужно. Или там я ничего не добьюсь, ничего не решу. Вы, правда, можете какую-то поездку просто отменить, поскольку придете к выводу, что там, ну, отчасти, вот как я сказала, для 1% как ловушка может быть, вполне вероятно, с учетом вот этих двух карт. А для кого-то из вас я все равно ничего не добьюсь, поэтому силы не буду тратить. Правда, по карте алхимика, вот как вы решите, как вы захотите, так оно и будет. И знаете, вот так и будет правильно. Дела, работа, бизнес. Ну, видимо, все идет как-то своим чередом. То, что вы запланировали, хотя у кого-то по принцессе Пентакли это новый проект, или то, к чему вы приступили недавно, или какие-то ваши планы на будущее, но тоже с элементом новизны. Но это не то, что совсем что-то новое. Это то, в чем у вас уже есть опыт. Но которая по финансам как будто для нас может с постепенным каким-то нарастающим итогом со знаком плюс по финансам проигрываться. То есть это как работа. Мы начинаем новый проект или в какой-то участвуем теме, а постепенно деньги как будто в рост. Или мы можем, допустим, сменить сферу деятельности, или недавно вы сменили, или пробуете себя в чем-то. Но есть по этой карте прогресс, когда мы чем-то занимаемся, и в последующем как будто финансы у нас тоже со знаком увеличения будут радовать. Давайте посмотрим сами финансы на неделю. Карта жадины. Никому ничего не даю, ни с кем не делюсь. И вообще у меня сейчас вот такой период, когда я сижу и наблюдаю, делаю выводы. Ну, где-то так. Будьте жадинами буквально. Не время тратить деньги, правда. Несмотря на то, что карта алхимика, хотя почему несмотря? По алхимику у него ведь энергетика или в целом какие-то меркантильные вопросы по карте алхимика, здесь больше идея для него важна. Для него важен его какой-то, ну, как статус сам по себе, который он сохраняет. И материальные вопросы, они для него необходимы только лишь потому, что он должен поддерживать себя самого, он должен поддерживать то место комфорта, где он отдыхает, он должен иметь просто-напросто дом, да, или теплый, уютный дом, или какое-то место, как цитадель. Вот это обязательно. Но сказать, что чего-то чересчур или на первое место становятся вопросы именно денег или финансового благополучия, нет. Все-таки идея, безусловно, повторяюсь, по этой карте и у вас как будто энергетика на эту неделю, она намного важнее. Но все-таки сохраняем мы финансы, и значит не время буквально тратить. Но знаете, это что? По финансам все идет своим чередом. Есть такое значение, что я хожу по кругу, по четверке Пентаклей. Вообще это карта якоря. Иногда она означает, но у вас на финансы, и в данном случае тут конкретное более значение. Но у кого-то это может проиграться, что где-то вот та ситуация, что у вас сложилась на прошлой неделе, она по финансам, она будет и на этой неделе с 18 по 24. И вполне вероятно такая же финансовая ситуация будет и еще через неделю. Я бы сказала, удерживать финансы, которые у вас есть на данный момент, какую-то стабильность, какой-то якорь, это имеет значение для вас.
Личная жизнь, хотя нам тут уже сказали про личную жизнь. Ух ты, у кого-то новое знакомство. Знаете, мои дорогие, тут может быть и знакомство с человеком на расстоянии, которого вы не видели. По карте Шута мы не должны собой рисковать. И если мы планируем, допустим, встречу с человеком, ну, может быть, есть смысл и не на этой неделе что-то перенести или быстро куда-то не отправляться. А если необходима встреча или уже как бы не отменить, тогда будьте внимательны, прозорливы. Вот все то, что мы говорили с вами по карте принцессы мечей и повешенной. Мы в чем-то не должны поторопиться и в чем-то как будто просчитаться, понимаете? Мы должны сами себя сохранять, ведь шут идет под ноги и не смотрит. А мы тут не можем собой рисковать от начала до конца. Хотя для кого-то из вас есть элемент вдохновения, потому что по шуту, безусловно, знаете, когда мы чем-то вдохновлены. И есть еще такой момент интуиция. И по карте алхимик у вас, посмотрите, как алхимик первая карта или карта мага, а у вас выпадает нулевой аркан шут. Есть, значит, и вот, кстати, в этой колоде это хаос перед началом творения называется эта карта. То есть сам по себе какой-то хаос, какая-то неразбериха, она может присутствовать в вашей жизни. И поэтому нам, наверное, выпадает карта алхимика. Вы должны из этого хаоса, правда, как гений господствовать над этим хаосом и быть одновременно магом, чтобы что-то, ну, сложить в какую-то структуру, потому что все-таки мы живем на планете Земля, и мы не витаем в облаках. То есть что-то упорядочить или что-то решать вам придется. И где-то манипулировать. Не без этого. Давайте мы карту совет, много информации. Но вот, наверное, поэтому такие карты нам и выпадают. По пятерке жезлов, карта информационного хаоса, ее так называю. Это потому что, знаете, очень разрозненная, очень такая разношерстная информация. Утром одно, днем другое, вечером третье. Противоречивое. Могут быть фейки, могут быть такие заявления какие-то. И если мы быстро где-то откликаемся или включаемся в какие-то вопросы, мы можем поторопиться и ну, что-то с чем-то согласиться, а нам как будто в ту сторону не нужно. По пятерке жезлов, если мы говорим про совет от карт, держись сторонним наблюдателем. Это как раз по алхимику, серым кардиналам. Вот так вот нам карта. С этого началось, собственно, наш прогноз начался, и этим завершается. Не торопись включаться в какие-то вопросы, дела, сначала обдумать, так и не принимай за чистую монету сразу то, что ты услышишь. Работай как с людьми, так и с информацией. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы и любимы всегда.